Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить, очень вкусный торт Snickers 2.0. Возможно, многие из вас пробовали мой первый вариант ПП-торта Snickers. Новый вариант отличается большим разнообразием слоев, нежными кремами и сочными текстурами начинок. Итак, снизу вверх мягкий шоколадный корж, нереальная соленая арахисовая карамель и хрустящий арахис. Вкуснейший шоколадный крем, нежно-карамельный корж, молочно-шоколадный ганаш, нежно-карамельный крем, шоколадный корж и насыщенная, аппетитно стекающая с верхушки соленая карамель с арахисом. Все это великолепие готовится проще, чем может показаться. Первым делом обжарим сухое молоко. Оно нам понадобится для всех карамельных слоев. 55 грамм сухого молока. Можно взять обезжиренное, можно нет. И 55 грамм протеина без добавок. Можно все 110 грамм взять сухого молока, но расскажу про плюсы протеина. Протеин добавляет белка в наш торт и существенно снижает углеводы или жиры, в зависимости от того, обезжиренное или цельное сухое молоко вы используете. При обжарке вместе с протеином сухое молоко не комкуется, что очень радует. Думаю, все, кто когда-либо жарил сухое молоко, меня поймут. А вкус при этом совершенно не страдает. Все карамельные слои получаются потрясающе вкусными. Важно еще до обжарки тщательно перемешать эти ингредиенты. И в процессе обжарки тоже, конечно, помешиваем. Обжаривается сухое молоко вместе с протеином даже быстрее, чем без него. Посмотрите, комочков нет, нам даже не потребуется блендер. Если все же у вас остались небольшие комочки, то просейте смесь через сито. Для коржей нам понадобится 170 грамм творога. Творог подойдет любой жирности. Важно, чтобы он был не слишком жесткий и поддавался измельчению. Про преимущества коржей на твороге, их особенности я писала пост в Инстаграме. Йогурта понадобится 250 грамм. Небольшую его часть отправляем в блендер к творогу. Такое количество, с которым творог будет легко измельчить. Измельчаем ингредиенты с помощью блендера в максимально однородную массу. Желательно, чтобы крупинок творога не оставалось. Теперь добавляем в блендер оставшийся йогурт, 2 яйца, 100 грамм муки, у меня это мука зеленой гречки, но можно использовать любую цельнозерновую муку, 6 грамм соды и 8 грамм подсластителя. Соединяем эти ингредиенты с помощью блендера до однородности. Получившееся тесто нужно разделить на две части. 1/3 теста пойдет в карамельный корж, а 2/3 в шоколадные. Если вы будете выпекать в формах одинакового диаметра, то примерно 215 грамм на корж. К одной части добавляем 15 грамм смеси обжаренного сухого молока и протеина. А к 2/3 прямо в блендер добавляем 15 грамм какао. Тесто с какао удобно смешать сразу в блендере. А карамельное тесто смешиваем венчиком. Шоколадное выкладываем в две формы. У меня это кольца диаметром 16 см с дном из фольги, проложенной пекарской бумагой. Такие коржи, если есть возможность, лучше выпекать отдельно, каждый корж в своей форме. Распределяю лопаткой. Карамельный корж тоже выкладываю в отдельную форму. У меня третьего кольца диаметром 16 см не нашлось, поэтому я выпекаю в кольце большего диаметра. Ну и тесто для карамельного коржа я отложила чуть больше трети. Вот такое простое решение, если у вас нет нескольких одинаковых форм. Если же у вас нет 3 похожих форм, то можно выпекать коржи поочередно. Но в этом случае свою порцию соды добавляйте в каждый корж непосредственно перед выпечкой. Отправляю коржи в духовку, разогретую до 190 градусов Цельсия. Сразу снижаю температуру до 180 и выпекаю около 30 минут. Готовность коржей проверяем зубочисткой. Она должна выйти сухой или почти сухой, так как эти коржи сами по себе достаточно влажные. Снимаем фольгу, круг пекарской бумаги и проходимся ножом по бортику, чтобы вынуть корж. Вот такой корж получается, его толщина около 1,5 см.
Коржи поднимаются, поэтому нужно будет срезать шапку. Таким же образом освобождаем все 3 коржа. Каждый корж упаковываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на несколько часов. Для начинки и декора нам понадобится обжаренный арахис и арахисовая паста. Можно взять готовые, можно приготовить самим. Промытый арахис я выкладываю на противень и отправляю в духовку. Сначала для просушки ставлю температуру около 100 градусов Цельсия и конвекцию. Потом обжариваю при температуре 160 градусов Цельсия около 30 минут. Нужно добиться вот такого золотистого карамельного оттенка. Часть арахиса я перекладываю в блендер и измельчаю до максимальной однородности. На моем канале уже есть видео с 5 секретами идеальной арахисовой пасты. Там я рассказываю подробнее об этом процессе. Один из секретов в том, что заполненность блендера должна быть около 2/3 его объема. Так что нужно запастись арахисом, если вы делаете пасту самостоятельно. Получается жидкая, почти однородная паста. Теперь давайте подготовим арахис. Для этого на водяную баню с горячей, но не кипящей водой я ставлю 7 грамм какао-масла. Можно взять кокосовое или масло ги, но на опыте какао-масло работает лучше других. А цель у него такая. Арахис, покрытый тонким слоем масла, не пропитается влагой от крема и начинки, а значит сохранит свою хрусткость в торте. Если для вас хрустинка арахиса не принципиальна, то эту процедуру можно пропустить. Обваливаем 60 грамм арахиса в растопленном масле и перекладываем его на любую плоскую доску или тарелку, покрытую пищевой пленкой. Распределяем тонким слоем и отправляем застывать в холодильник. Приступим к приготовлению карамели и карамельного крема. В сотейнике соединяем 110 грамм молока, 50 грамм смеси обжаренного сухого молока и протеина и тщательно размешиваем до полного растворения. Увариваем на слабом огне при постоянном помешивании до загустения. Должна получиться вот такая густая карамель. Добавляем 40 грамм арахисовой пасты. Это не обязательный ингредиент, но думаю, все, кто любит сочетание арахиса и карамели, оценит этот вариант. И сюда же добавляем 50 грамм натурального сиропа без сахара. У меня это сироп топинамбура. Вместо него можно использовать и сухой подсластитель. Тщательно размешиваем арахисовую карамель. Не забудьте добавить 1-2 грамма соли, чтобы получить соленую карамель. Попробуйте карамель на сладость, возможно, вам захочется немного подсластить. В этом случае добавьте сухой подсластитель, так как дополнительный сироп сделает карамель чересчур жидкой. 110 грамм карамели пойдет в начинку. Я перекладываю ее в кондитерский мешок. А оставшуюся используем для приготовления карамельного крема. Для крема нам также понадобится рикотта, измельченная с помощью блендера. Это желательно сделать, чтобы крем получился максимально гладким. Я измельчила сразу 280 грамм для двух видов кремов – карамельного и шоколадного. В карамельный крем нам понадобится 120 грамм рикотты. Перекладываем и перемешиваем. Получается нежно-карамельный оттенок. Пробуем крем на сладость. И добавляем сухой подсластитель по вкусу. Я добавляю 3 грамма. Перемешиваем. И перекладываем нежный карамельный крем в кондитерский мешок. Оставляем в холодильнике до сборки торта. Теперь приготовим шоколадную начинку и крем. Для этого нам понадобится 90 грамм молока и 90 грамм горького шоколада без сахара. Содержание какао-продуктов в шоколаде должно быть 72%. Нагреваем молоко до 60-80 градусов Цельсия, ни в коем случае не до кипения. И теплое молоко вливаем в шоколад. Тщательно размешиваем до однородности. Если вы уже хорошо промешали, но остались крупинки, то нужно дополнительно прогреть массу. Либо импульсами в микроволновке, либо на водяной бане. И еще раз тщательно перемешать. В эту массу добавляем 15 грамм сухого молока.
Если вы любите горький шоколад, то можно не добавлять. Сочетание горького шоколада с арахисом и карамелью тоже очень вкусное. Сухое молоко бывает разное. Какое-то легко растворится сразу, а какое-то, чтобы избавиться от комочков, нужно пробить блендером. Я лучше воспользуюсь блендером, чтобы легко получить однородную массу. Получается гладкая, однородная молочно-шоколадная масса. Пробуем на сладость. Добавляем подсластитель при желании. Я добавила 5 грамм. И перекладываем 110 грамм начинки в кондитерский мешок. А остальное понадобится для крема. К остальной пасте добавляем оставшиеся 160 грамм рикотты, измельченные блендером. Тщательно перемешиваем. Получается гладкий, насыщенно шоколадный крем. Тоже пробуем на сладость. И добавляем подсластитель по вкусу. Я добавила 5 грамм. Перекладываем крем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта. Когда все начинки и крема готовы, можно нарезать коржи. Когда коржи выпекаются отдельно, да еще и в разных формах, самое главное подогнать их к одному диаметру и толщине. Срезаем шапки с коржа. Эти коржики очень мягкие, гибкие и совсем не сухие. Каждый последующий корж обрезаем до той же толщины, около 1,5 см. Карамельный корж у меня выпекался в форме большего диаметра, поэтому я сначала прорежу его с помощью кольца диаметром 16 см, прохожусь ножом по окружности, а уже потом снимаю шапку с коржа. Мягкий, гибкий, нежно-карамельный корж. Собирать торт будем в кольце диаметром 16 см. Кольцо стоит на подложке, внутри проложена ацетатная лента. На дно капаю немного шоколадного крема, чтобы зафиксировать торт на подложке. Выкладываю нижний шоколадный корж, пропитываю. В качестве пропитки у меня 45 грамм воды с сиропом в равных пропорциях. На каждый корж достаточно 15 грамм. Можно и вообще без пропитки, но главное не налить больше. На середину коржа выкладываю по кругу арахисовую карамель. Половину арахиса и шоколадный крем. Выкладываю бортик и еще слой крема сверху. Выравниваем. Шоколадный крем пока выглядит жидковатым, но в холодильнике он существенно загустеет. Выкладываем второй карамельный корж. Плотно прижимаем, чтобы хорошо соединить с кремом. 15 грамм пропитки. И выкладываем бортик из карамельного крема. Заполняем центр шоколадной пастой. На самом деле не принципиально, что выложить первым, начинку или крем. Я руководствуюсь тем, что карамельный крем и карамельная начинка сразу имеют плотную консистенцию и держат форму. А шоколадные слои до охлаждения остаются довольно жидкими, могут растекаться. Поэтому первыми выкладываю карамельные. Покрываю карамельным кремом сверху. Выравниваю. Выкладываю третий корж. Хорошо прижимаю. И пропитываю. Накрываю торт пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 5-8 часов. Для крема на покрытие нам понадобится 400 грамм рикотты, 15 грамм какао и 10 грамм подсластителя. Соединяем все ингредиенты с помощью блендера до однородности. Крем готов. Всегда крем на покрытие я рекомендую проверить на стабильность. Если крем не падает с лопатки, держится на ней, то можно смело его использовать. Перекладываем крем в кондитерский мешок, храним в холодильнике до сборки торта. Если вы планируете сделать такой же декор, как у меня, то давайте приготовим карамель. Можно при желании использовать арахисовую карамель из начинки, приготовив ее изначально в 1,5 раза больше. Но я для разнообразия сделаю другую. Соединяю в сотейнике 80 грамм воды и 40 грамм смеси обжаренного сухого молока и протеина. Тщательно перемешиваю до исчезновения комочков.
И увариваю эту массу на слабом огне при постоянном помешивании до легкого загустения. Вы, в принципе, можете уварить до любой нужной вам густоты. Главное, помешивайте в процессе, так как чем гуще, тем проще собираются комочки. Я, как пояснила в начале, хочу добиться максимально сочного разреза со стекающей сладкой карамелью. Добавляю сюда 40 грамм сиропа, перемешиваю, 1 грамм соли. И по вкусу можно добавить немного подсластителя, у меня 2 грамма. Если оставляете карамель храниться, то накройте ее пищевой пленкой в контакт. Когда торт настоялся, освобождаем его от оков. После сборки в кольце он уже ровный и стабильный. Покрываем его кремом по спирали, двигаясь снизу вверх. Для последующего легкого выравнивания всегда наносите крем по окружности выше коржа. Покрываем кремом верхушку. И еще сверху я делаю один круг для бортика. Выравниваем сбоку и сверху. Излишки крема при необходимости снимаем со шпателя. Еще раз сбоку и еще раз сверху. Такой торт выравнивать проще, чем обычной цилиндрической формы, так как не нужно равнять угол, и идеальная гладкость верхушки тоже не обязательно. Наверх выкладываем оставшийся арахис. Покрываем его слоем карамели. Распределяем. Торт готов. Вот такой простой декор, который при этом говорит очень много о наполнении торта. Давайте его разрежем. Очень мягкий тортик. Вот такой он внутри. Очень аппетитный разрез. Вот все эти мягкие, сочные текстуры обычно имеют более яркий вкус. Точнее, их вкус быстрее раскрывается на языке. За это я их люблю. И выглядят они тоже очень аппетитно. Давайте по порядку. Мягкий шоколадный корж, нереальная соленая арахисовая карамель и хрустящий арахис. Вкуснейший шоколадный крем, нежно-карамельный корж, молочно-шоколадный ганаш, нежно-карамельный крем, шоколадный корж и насыщенная, аппетитно стекающая с верхушки соленая карамель с арахисом. Это потрясающе вкусно! Этот торт безоговорочно врывается в мой плейлист, понравится даже тем, кто не на ПП. Рекомендую вам попробовать любую его версию, максимально навороченную, как у меня, или самую упрощенную. Это очень вкусно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!